В ночь с 16 на 17 мая 1943 года эскадрилья королевских ВВС Британии выполнила дерзкую миссию вглубь территории Германии. Эта британская операция по разрушению плотин Рурского индустриального района Германии под кодовым названием Чистайс, то есть наказание, вошла в анналы военной истории и отображена в учебниках проведения специальных операций как образец блестящей инженерной военной мысли, воплощенной на практике бесстрашными суперавиаторами. Ее тактический результат наизусть знает каждый британец, но о стратегическом значении даже историки предпочитают молчать, ибо гениальность изобретателя и храбрость исполнителей была перечеркнута неадекватностью военного командования. А в чем была гениальность и неадекватность, попытаемся выяснить, вспомнив, как это было. Итак, Вторая мировая. Поскольку до открытия Второго фронта британцы могли воевать с наземной Германией лишь с воздуха, а крупных сосредоточенных частей в радиусе действия бомбардировочной авиации не наблюдалось, оставалось лишь утюжить промышленный потенциал противника. Отсюда главной целью стали сталелитейные предприятия в Рурской долине. В начале 1943 года королевские ВВС предприняли несколько массированных налетов, которые, в общем-то, закончились неудачей. Поскольку многие предприятия находились под землей, да еще и надежно были прикрыты истребителями и ПВО. Понимая, что Рур надо бить в уязвимые места, в Англии решили обратиться к предложениям авиаконструктора и изобретателя Барнса Уоллиса, до этого сконструировавшего сейсмическую бомбу. Ученый еще в начале войны предлагал провести разрушение водохранилищ, поставлявших воду и электроэнергию, для тяжелой и металлургической промышленности региона. Мало того, что для производства каждой тонны стали требовалось 8 тонн воды, сеть водохранилищ еще служила и прекрасной транспортной артерией для подвоза сырья. Однако способа разрушения, укрепленных двухметровым бетоном 10-метровых насыпей плотин, не существовало. Для взрыва понадобилось бы не менее 30 тонн взрывчатки. Поднять в воздух такой груз самолеты того времени не могли. Торпедирование же плотин было бесполезным, так как предусмотрительные немцы защитили их несколькими рядами противоторпедных сетей, а бомбардировка обычными, даже тяжелыми фугасными бомбами была бы малоэффективной, поскольку надводным частям плотин они не принесли бы существенного ущерба. По расчетам Барнса Уоллиса, дамбу теоретически можно было взорвать и значительно меньшим количеством взрывчатки, если устроить направленный взрыв в самом уязвимом месте плотины, то есть там, где присутствует максимальное давление воды на конструкцию. Для этого надо было поместить взрывной заряд под водой у бетонного основания, максимально приблизив его к сооружению. Но так как способы доставки заряда по воде и суше были нереальными, инженер предложил сбросить в озеро бомбу специальной конструкции, которая смогла бы преодолеть заградительные сети, вплотную приблизиться к плотине и на нужной глубине взорваться. Несмотря на фантастичность предложения, военное командование одобрило план и выделило необходимые ресурсы для разработки бомбы и сформировало эскадрилью для проведения бомбардировки плотин. Основной целью были выбраны плотины в районах Мёны, Эдер и Зорб. Май месяц был самым удобным для разрушения дамб, так как в это время водохранилища полны до отказа. А поскольку атаку планировали проводить ночью, выбрали время полнолуния с 13 по 19 мая, так как хоть какое-то освещение при выходе на цель должно было присутствовать. Так как бомба по замыслу инженера должна была совершить несколько отскоков от поверхности воды, прежде чем утонуть, назвали ее прыгающей. Расчеты показали, что 2724 килограмма взрывчатого вещества будет достаточно для разрушения плотины при взрыве на глубине 10 метров. Во время тестирования обнаружилось, что сферический корпус бомбы разбивается при ударе о воду. А вот бомба в форме цилиндра прекрасно скачет по воде. В результате бомба получилась цилиндрической формы, похожей на морскую глубинную. Параметры бомбы были такие. Общий вес 4200, где вес взрывчатки 2990 килограммов. Длина 1,5 метра, а диаметр 1,30 м. Для того, чтобы бомба взорвалась на заданной глубине, ее оснастили двумя гидростатическими взрывателями, вроде тех, что стоят на глубинных бомбах, и одним ударным, в случае,
если бомба попадет на сушу. Для успеха требовалось выполнить еще одно условие. Достигнув 10-метровой глубины, бомба должна была прижаться к стене дамбы. И снова Уоллес нашел блестящее решение. Если бомбу заставить крутиться назад, когда она оторвется от самолета, она будет вести себя именно так, как требуется. То есть после удара о стену дамбы, она снова пойдет вперед, пока опять не упрется в дамбу. После этого бомба будет тонуть, пока не достигнет глубины взрыва. Бомба-цилиндр устанавливалась поперек бомбового отсека значительно модернизированного Ланкастера. Ее держали две V-образные рамы, которые позволяли бомбе вращаться. Бомба раскручивалась до скорости 500 оборотов в минуту посредством электромотора и ременной передачи. Когда бомбардир нажимал гашетку, чтобы сбросить бомбу, V-образные рамы резко отгибались в стороны, позволяя бомбе свободно падать. Бомбу следовало сбросить на скорости ровно 232 мили в час с высоты точно 60 футов. Мало того, бомбу следовало сбросить на расстоянии 425 ярдов от стены дамбы. Допустимая ошибка составляла всего 25 ярдов в ту или иную сторону. При скорости 230 миль самолет пролетал эти 25 ярдов за четверть секунды. Выдержать скорость 232 мили в час особых проблем не вызывало. На первый взгляд, при наличии барометрического альтиметра, не вызывало особых проблем выдержать и высоту сброса бомбы в 60 футов. Но вот измерить величину атмосферного давления непосредственно над целью в момент атаки не представлялось возможным. И тут на выручку пришла солдатская смекалка. Она подсказала, что надо поставить один прожектор в носу самолета, а другой — под брюхом. Лучи должны быть направлены вниз и внутрь так, чтобы скреститься ровно в 60 футах под самолетом. Когда на воде два пятна сольются в одно, высота над поверхностью водохранилища будет ровно 60 футов. Возникли проблемы и с прицеливанием. И здесь еще раз выручила смекалка. Решение было до смешного простым. Было известно, что башни на дамбе Мён находятся на расстоянии 600 футов одна от другой. Плотник ровно за 5 минут сколотил фанерный треугольник с глазком в одном углу и двумя гвоздиками на остальных углах. Надо было смотреть сквозь глазок так, чтобы башни на дамбе поравнялись с гвоздиками. В этот момент бомбардир нажимал на кнопку сброса бомбы. Расстояние от точки сброса до стены дамбы получалось ровно 425 ярдов. Также поступили и с другими дамбами, которые тоже имели надстройки над плотинами. Специально для бомбардировок плотин 21 марта 1943 года была создана 617-я эскадрилья под командованием полковника Гая Гибсона, в которую помимо королевских ВВС вошли лучшие экипажи бомбардировщиков канадских, австралийских и королевских военно-воздушных сил Новой Зеландии. В состав эскадрильи входило 24 моторных бомбардировщиков Авро Ланкастер, экипаж которых состоял из 7 человек. Все самолеты были приспособлены для несения прыгающей бомбы. 1,5 месяца экипажи обучались ночным полетам на малых высотах, сбрасывали учебные бомбы, учились летать в условиях ущелья. Четырехмоторные гиганты ювелирно брили верхушки лесов. В процессе тренировок один самолет был разбит, поэтому на выполнение задания в ночь с 16 на 17 мая 1943 года вылетело 19 самолетов. Однако долетели не все. Один был сбит над берегом в Дании, второй над Ла-Маншем потерял бомбу и развернулся на базу. Третий разбился в Голландии, задев линию электропередач, четвертый сбит ПВО над Зёйдерзе. Пятый был сбит по пути к цели над Германией. Оставшиеся же бомбардировщики сумели добраться до места назначения и атаковали плотину Мёны. Первым прыгающую бомбу сбросил сам Гай Гибсон, но она легла неудачно. Взрыв не причинил плотине вреда. Бомба со второго самолета, перелетев через парапет плотины, упала на здание электростанции и уничтожила его. Третий бомбардировщик был подбит зенитным огнем. Вдобавок он не рассчитал правильно время сброса, и ударная волна его же бомбы повредила фюзеляж. Экипаж покинул самолет, выжить удалось только двоим. Бомба четвертого бомбардировщика попала в плотину, но взорвалась, не успев затонуть, и повредила самолет, который затем был сбит над берегами Дании. Пятый сброс был удачным,
но плотина устояла, и лишь 6-й бомбардировщик проломил плотину. После завершения атаки остальные самолеты повернули на другую цель – дамбу Эдер. Первый самолет сбросил бомбу неудачно. Она перескочила через плотину и взорвалась в воздухе, повредив бомбардировщик. По пути в Англию его сбили зенитчики Германии. Второй сброс был удачным, но взрыв не смог повредить плотину. И лишь 3-я бомба прыгнула точно в цель и пробила дамбу. Остатки эскадрильи, те, что еще сохранили свои бомбы, двинулись к 3-й цели – плотине на Зорпе. Однако в силу того, что она была земляной, с плотиной совладать не удалось. 3 бомбы, попавшие в нее, существенного вреда сооружению не причинили, а 4-й самолет вообще не смог найти цель и с бомбой вернулся домой. В ходе миссии наказания из 19 ланкастеров и 133 членов их экипажей были потеряны 8 самолетов и 54 члена экипажей. Вернувшиеся на аэродром британские летчики стали национальными героями. 34 были награждены орденами, в том числе крестами за выдающиеся заслуги и крестами за летные заслуги, а их командир Гибсон стал кавалером высшего ордена Британской империи, Креста Виктории. Эскадрилья получила наименование «Разрушители плотин», а ближе к концу 1943 года, по воле короля Георга, эскадрилье был присвоен герб с изображением плотины. В результате налета плотины на Мёне и Эдере были частично разрушены, что вызвало затопление Рурской долины и деревень в долине Эдера, тогда как плотина в Зорпе получила незначительные повреждения. После затопления Рурской долины утонуло 1294 человека, в том числе 749 пленных, которых немцы оставили в бараках и за колючей проволокой. По некоторым сведениям, это были угнанные в Германию на принудительные работы украинские женщины. После войны англичане заполучили немецкие документы, из коих следовало, что жертвами налета стали 125 разных предприятий. Уничтожено 25 мостов, а 21 мост поврежден. Залило 8000 гектаров сельскохозяйственных угодий, погибло 6500 голов скота. Пострадали аэродромы с находившимися на них самолетами и ангарами и несколько электростанций. Жилые дома и заводы остались без энергии. А вот как оценил результаты этой атаки Альберт Шпеер, рейхсминистр военной промышленности и вооружений Германии. Самая большая плотина на реке Мёне была разрушена и водохранилище опустело. Электростанцию у подножия разбомбленной плотины словно стерла с лица земли вместе с ее огромными турбинами. Вода, хлынувшая из водохранилища, затопила долину Рура. Электрооборудование насосных станций оказалось под слоем воды и ила. Промышленные предприятия остановились, водоснабжение населения оказалось под угрозой. Если бы британцам удалось уничтожить 3 других водохранилища, долина Рура оказалась бы полностью лишенной воды на все летние месяцы. Одна бомба попала в центр плотины, самого большого водохранилища в долине реки Зорпи. Пробоина оказалась чуть выше уровня воды. Попади бомба сантиметров на 10 ниже, и маленький ручеек, превратившись в бурный поток, размыл бы плотину из камней и земли. В ту ночь, силами всего лишь нескольких бомбардировщиков, британцы вплотную подошли к выполнению своей задачи и добились гораздо большего успеха, чем когда посылали на бомбежки тысячи самолетов. Правда, они рассредоточили свои силы и в ту же ночь уничтожили плотину в долине Эдера, хотя она не имела никакого отношения к водоснабжению Рура. Уже через несколько дней после этого налета 7000 наших рабочих энергично ремонтировали плотины. 23 сентября 1943 года, перед самым началом дождей, брешь в плотине Мёне была заделана. Таким образом удалось собрать осадки, выпавшие в конце осени и зимой 1943 года на нужды следующего лета. Британские ВВС почему-то упустили шанс помешать нам восстанавливать плотину. Всего несколько бомб распахали бы воронками незащищенные строительные площадки, а зажигательные бомбы подожгли бы деревянные строительные леса. Если бы все водохранилища Рура были уничтожены из-за нехватки воды для охлаждения коксовых печей и домен, заводы Рурского региона сократили бы производство на 65%. Британцы, проведя прекрасно спланированную операцию, не завершили ее до конца.
Не решили вопрос остановки промышленного региона Рура, а лишь на 3 месяца уменьшили его производственные мощности. Уцелевшие бомбардировщики могли нанести аналогичные удары по оставшимся небольшим плотинам в Швельте, Энерпе, Листере и Димле в ближайшие 2-3 дня. Даже при минимальном успехе результат был бы значительно больший. Сталелитейные предприятия остались бы без сырья и воды до поздней осени. Крайне необходимо было провести несколько ударов обычной бомбардировочной авиацией по восстанавливаемым объектам, чего так боялись в Германии. Но, видимо, некому было принять решение. Британские генералы праздновали победу. В итоге операция, на подготовку которой было потрачено много времени и средств, создана оригинальная прыгающая бомба и специально подготовленная эскадрилья, все оказалось разовым, не давшим ожидаемых результатов через недальновидность военного командования.